Всем доброй ночи, дорогие друзья. Если кто читал, изучал историю богов, да и вообще не понаслышке знают про великую богиню Гекату, Гекату Тривию, то есть трехликую богиню. Это три ипостаси богини, три времени Луны, когда полнолуние, когда Луна убывает, когда Луна растет. Это три возраста женщины: юность, молодость и зрелость. Поскольку она суть женщины, суть колдовства, ведовства, очарования, она матерь всех колдунов и ведьм. Она в разных ипостасях выступает в разных культурах. В африканской традиции она матерь, Великая Матерь называется. В ипостаси Востока она Инанна или Анаит, поскольку она матерь-богиня, богиня обучающая, дающая тайные знания. И если помните, ее любимицей, одной из знаменитых ведьм в истории, была Медея, дочь колхидианского царя Эта. По разным версиям, по разным легендам, дочь Эта и Гекаты. И поскольку она считала ее либо родной дочерью, либо духовной дочерью, и обучала ее, и она называла ее матерью, потому что получала у нее знания. Кстати, от имени Медея и медицина, поскольку она была знахаркой и лечила, излечивала, знала язык трав. Вот оттуда искусство вылечивания, исцеления людей назвали в честь нее медицина, то есть наука Медеи. Мало кто знает, да, откуда этот термин. По разным поверьям, когда она покорила сердце Ясона, помогла ему завоевать золотую руну, помогла усыпить дракона, помогла перехитрить отца, потом помогла ему посесть на трон. И своим колдовством все время уводила от него всех врагов и опасностей. В конце концов, он решил, что жена уже как бы стала более старше своего возраста, и он захотел молодую женщину, тем более дочь царя, новый трон, новые возможности, земли. И тогда Медее было дано время, чтобы она убралась, оставив сыновей. В течение некоторого времени взяла свое имущество и ушла. Она ночью посоветовалась со своей духовной матерью, заплакала. Говорят, спустилась в преисподнюю. И по совету своей матери подарила царевне красивое платье, сказав, что это ее прощальный подарок. Платье было из золотых камней и настолько соблазнительно, что она не сдержалась и одела. Когда одела, оказалось, что платье пропитано ядом. Она умерла в страшных муках. Отец, который пытался содрать с нее это платье, умер вместе с ней. И естественно, что народ восстал против ведьмы. Значит, просили ей убраться. Однако Ясон стал на защиту жены на сей раз. Видимо, пожалел о своем поступке. Но, как всегда, мужчина, который с помощью женщины взял руну, власть, завоевал все, и после она уже опостыла, конечно, он уже хотел новой судьбы. Он пришел к ней мириться, попросил прощения, попросил воссоединиться, однако она его не пустила. Говорят, что она убила своих 3 сыновей, положила их на колесницу с драконами и улетела к своей матери Гекате. Там и осталась. История Медеи закончилась не очень хорошо. Она отчаянно из-за любви сделала дурной поступок. Однако Медея осталась в истории как любимица Гекаты. И древние греки,
когда хотели попросить ее о чем-либо очень сокровенном, чтобы оно быстро сбывалось, они просили ее голосом Медеи. Они говорили: голосом Медеи прошу тебя. То есть напоминая ей о том, что ты же для Медеи была особенной, ты для нее делала запретное, то, что нельзя было для других. Пожалуйста, сделай для меня такое же, чтобы ты сделала для Медеи. Для чего это делалось, дорогие друзья? Во-первых, поскольку богиня-матерь, любящая свою любимицу, свою любимую ведьму, которую она обучала, смягчится и как бы по-особенному отнесется к твоей просьбе. Геката повелевает огромным войском черных, темных сил. Она повелевает перекрестками. Она трехликая, уже говорила. Смотрите, какая она здесь. В одной руке она держит меч справедливости и мести, потому что она никогда не будет забывать сделанное зло и обиду. Если вы хотите, чтобы в данный момент она помогла вам отомстить, вы должны повернуть алтарную статуэтку вот мечом в вашу сторону, ее держащую меч. Если вы хотите попросить у нее знания, вы должны повернуть ее ключом к себе. Вот она. Если вы хотите получить помощь, защиту от врагов, вы должны повернуть ее с 2 факелами в руках. Вот она. Она освещает путь в темноте. Она богиня ночных кошмаров. Изваяние и статуэтку Гекаты ставили возле дверей, потому что знали, что при виде Гекаты ночные духи сбегутся и не зайдут в дом. Они не навредят хозяевам, поскольку они говорили этим духам как бы: мы поклоняемся вашей богине, поэтому нам не вредите, к нам не подходите. Вот в чем был смысл всего этого ритуала. Мы верим, поклоняемся вашей богине. Не делайте нам вреда. Понимаете? Вот, собственно говоря. Итак, я очень часто обращаюсь к ней. Она одна из моих покровительниц. Она мне дает очень много знаний, очень большую силу. Она мне дает уверенность в завтрашнем дне. Я знаю, что мои силы, я знаю, что мои боги и мои духи, которым я так верно служу много лет, однажды меня выведут на очень большую высоту. Я ни капли в этом не сомневаюсь. Я всегда говорю им: я покорно принимаю все, что вы мне посылаете, и испытания, и боль, и радость, и все, что вы мне скажете, я буду исполнять. Пусть будет так, как вы хотите. И они за эту покорность дают мне неуязвимость, защиту, силу. Все, что нужно любой ведьме для того, чтобы спокойно жить и работать. Итак, о великая Матерь Геката, богиня черной луны, Матерь демонов и хозяйка перекрестков, повелительница ночных кошмаров и царица бродячих мертвецов, о трехликая Геката Тривия, мать колдунов и ведьм, госпожа и любимица богов. Голосом любимой твоей Медеи призываю к тебе: вспомни обо мне, повернись ко мне. О страшноликая богиня, колдунья среди богинь и богиня колдунов. О Геката, ключом, что в твоей руке, открой мне все запретные двери. Мечом, что в твоей руке, рази моих врагов. О Геката, отправь мне в помощь легионы свои темных духов. Натрави на моих врагов армию мертвецов. Наведи на них безумие, страх, хаос и панику. Каждое их слово пусть будет впустую.
каждое их действие пусть несет им поражение и позор. Отрави их жизнь, о Матерь колдунов, голосом любимицы Твоей, голосом Медеи зову и призываю Тебя. Бей, не щади моих врагов, опозорь их, отними разум, отними удачу, убей и круши их мирные дома. О Геката, отомсти за меня обидчикам. Да ослепнут они, да опозорятся они, да по миру пойдут. Все потеряют, всех потеряют. Натрави на них армию мертвецов, наведи на них безумие, наведи хаос. Все ветра встаньте, все духи встаньте, все силы встаньте. Этой черной ночью творится моя месть. Что мне желали, с вами случится. Выпущенная вами стрела обратно к вам вернется. Всех, кого любите, сгубит, уничтожит. Именем великой Гекаты Тривия, именем сил хаоса, да сбудется сказанное.